Всем привет, меня зовут Кирилл. А меня зовут Лёша. И мы решили показать вам немножко нашей жизни, о том, как мы решились, во-первых, на такой большой шаг, переезд из России в Испанию, с чего это началось, как это все происходило. Нам кажется, это будет достаточно интересно вам, нам увидеть, посмотреть процесс адаптации, изменения привычек, отношения к людям, в принципе, увидеть, каково это жить в другой стране. Каждым влогом мы будем потихонечку рассказывать о себе, показывать, кто мы такие, чем занимаемся. В этом влоге мы, наверное, расскажем про наш путь длиной в месяц. Это сборы, это дорога, это проводы. И все вместе мы покажем в этом видео. Мы не будем затрагивать тему получения визы, получения каких-то документов, подготовки. Просто постараемся показать это, как это было у нас, как мы готовились к этому. Правильно, молодец, давай, правильно. Правильно. Давайте определимся сразу с форматами наших влогов. Мы решили, что это будут не часовые влоги, а небольшие на 25-30 минут. Мы смотрели недавно сериал «Шиттс Крик», и там все серии были порядка 25 минут. Это было очень удобно. Главное, чтобы это не было как «Сверхъестественное» или какой-нибудь турецкий сериал, в котором все серии бесконечно-бесконечны. Сам сбор вещей у нас занял около недели. Но это не только те самые 3 чемоданчика и пару рюкзаков. Нет, мы собирали абсолютно все в квартире, что нажили за несколько лет. У нас получилось порядка 15 коробок. Всем кажется, что переезд — это очень просто и легко, но даже на первом этапе сбора хотя бы вещей в своей квартире это очень затратно и действительно требует много времени. Надо запомнить, вот как он действует, потому что потом он будет маленький, большой такой. Опять тебе звонят доставщики. Не дадут музыку послушать сегодня. 200 тысяч рублей. Ага. Так, хорошо. Что входит? Смотрите, это туда именно входит, что именно, то есть все ваши вещи, так как 100 килограмм посылка будет, то есть мы будем делать, получается, уже дополнительную плату также, вам необходимо вообще за эти 200 тысяч, то
необходимо будет документы делать на все вещи, то есть такие как, если посуда, то это фото, описание, вот. Соответственно, либо упаковываем мы, либо вы сами самостоятельно упаковываете. Если посуда старая, то может потребоваться также справка из Минкульта. Ну, про книги также я вам ранее уже сказал, и, соответственно, полный список необходим именно того, что вы будете отправлять, так как... Все, всего доброго, Антон. Хорошего дня. Спасибо и вам. Пиздец, 200 тысяч, серьезно? 200 тысяч? За что? Не знаю. Слона перевозят? Ну, потому что у вас 100 килограмм, блядь. И что? И что? А у кого-то и тоннами. Тут машины перевозят. Все бред. Это там же есть у них фургоны. Брать фургон и самому ехать через все границы. Это еще- А что, Шенген есть? Шенген есть. Таможенные все дела. За 1300. На Яндекс Такси. Я вспомнил, что еще хотел показать вам. Смотрите, я себе сделал такой чемодан. Очень красивый, да? Да, пизда. Очень красивый. Еще проблема в том, что я выкинул вот этот замок от велосипеда. Я понял это только сегодня утром, потому что вчера я просто сгребал весь хлам, думал, ой, да какой там ключ? И, в общем, я это выкинул и не знаю, как это снимать. Придется пилить, наверное. Ну, в общем, вот такие дела. Вот покажу вам погоду. Вот. Люди играют. В общем, рассказываю, представляете? Я, помните, говорил, что я выкинул ключи. Оказывается, я выкинул какие-то другие ключи, а теперь нашел настоящий ключ, и он подошел. Точнее, сказать как, был еще один вариант того, что есть какие-то ключи. Я выкинул. Но это оказались не они. О, и у меня есть насос. Класс. Даже забыл про это. Собственно, вот, все, теперь все в порядке. Даже пилить не пришлось. Что это? Это вещи бедных людей. Мы поедем погулять по Невскому последний, крайний раз. И за этим зайдем в Золотое Яблоко, надо подарочный сертификат потратить. Ужас! Конечно, живя на другом конце города, не гуляй по Невскому, да? Да. Что купил? Распаковка. Распаковка на ногах. Чего? Что купил? Darling Curry Fly. Какие-то дешманские китайские Вообще маски. корейский, наверное. Корейские. Вообще-то не дешман. 8000. Одна. Ага. Это со скидкой. Да, все правильно. Так, еще купил. Ну вот это в Испании нужная вещь. Да. Я считаю, надо личико освежать. Да, тебе как будет жара под 30 градусов, Да, тебе надо это будет не немного- только лицо увлажнять там. Ой, это Нет, это не то. это мы не покупали. Нам получили мы. Минут 10-15. Боже мой. Нам дали подарок. Крем. И Один и второй крем. крем. Бесконечно дорогой. Маска 3 в одном. Как-то крем. Очищает, увлажняет. Это не крем, это маска. Так, и вот я купил небольшой такой презент. Это Бруно Банани. Кому? Тебе. И тебе. Но вообще он вкусный. А еще я подухарился разными духами. Я вот сейчас иду, я прям чувствую, как от меня пахнет шмонькой. Прям да. И... А еще у него на карте 73 бонуса. Если вам нужно, обязательно к нему обращайтесь. Он все вам купит. Все. Да, вот еще тестер, если вдруг... О, интересно, это то, что мы купили? Или нет? Ну, в общем, Причем понюхали, такой, а это точно то, Пошли еще раз понюхаем. Взяли ты сначала одно, потом такой, не, давай вот это понюхаем. Ну, понюхали вот это. В итоге взяли
То, что взяли, что называется. Ладно, все, идем гулять. Нет. Вот? Вот да. нет. Vamos aqui. Ну ты походи так, походи. Что, без презерватива, да? Ты доволен? Да. Вообще его сняли. Раньше было вечно с этим, простите, подписчики, но с презервативом. То есть там, ну, невозможно было. А сейчас там сделали как карамельку. Посмотрите. Похоже на карамельку. А Леденец. какая из? Так вон, самый вверх. А, вот это? Вот это? Да. Да, карамелька. Карамелька. Балда. А зачем делать карамельку на церкви? Кстати, скоро Пасха, наверное, поэтому сделали. Ты думаешь, может быть, они давно уже это сделали? Да, мы не Мы-то так давно часто. здесь не были. Ну, балда. Жаль есть. Нет, этих людей я давным-давно ампутировал. Но длинный язычишка бы... Принесла бутылку шампанского. Тебя из арены ждут портвейские подростки. Между сбором вещей мы не забыли, конечно же, сказать до свидания нашим друзьям и родным, потому что это решение было принято очень экстренно. Все понимали, что мы рано или поздно уедем, но никто не понимал, что это произойдет так спонтанно просто-напросто. Даже мы об этом не думали. Да, и Леша посетил своих подружек в Москве, ну и мы немножко провели время с нашими друзьями. Вот как это было. Ладно, я запишу видео. Это для влога. Я не знаю, слышно меня или нет. В общем, я, как обычно, думал, опоздаю, но я не опоздал. Вот, я купил себе воды. Вот я иду уже, мне скоро будет мой вагон. Так что я еду в Москву. Там подружки мои. Вот с подружками встречусь. О, бля, какая очередь, посмотрите, это в мой вагон. Все как всегда, ладно. Ждем, скоро прилетим танцевать фламенко. Под Москве, говори ленты. Дорога по небесным краям.
Наш путь был на самом деле долгим, именно перелета в Испанию, потому что в связи с нынешней ситуацией так получается, что лететь через Стамбул в Испанию нельзя из-за ковидных ограничений. Еще это подкрепляется тем, что нам тяжело вылететь просто из России из-за понятно каких ограничений. Да, нужно понимать, что многие рассматривают и видят на поверхности только путь через Турцию. Но, ребят, поверьте, существует достаточно большое количество вариантов. Ну, на данный момент мы этим вопросом занимались большое количество времени, и мы знаем, как возможно вообще выехать из России в Европу, в принципе, в любую страну Европы. Мы выбрали путь пересечения белорусской границы и латвийской границы. Собственно, что мы и сделали. Почему? Потому что они за меня выбрали, кем я должен играть. Я считаю, что это неправильно, потому что они уже едят. А ты нет. О, солнце. Вообще, что? Не смотри, какой сильный. Что вот это делает? Я не знаю. Какая погода. Это российские леса. Вот такая шторочка есть у нас. Вот оно. Чиня, как всегда, играет. Да, конечно. Не получается ничего. Ага. Еще как-то получается. У нас рум-тур по поезду. Смотрите. В общем, розетки здесь хорошие. Очень приятно. В принципе, это довольно-таки высоко, чтобы сидеть. Тут у нас один чемодан. И, в общем, мы запихнули все еще туда. И, в принципе, все хорошо. Вагон новый. Что вы хотите сказать? Я уже хочу спать. Потому что мне укачивает времени 7 часов, я уже хочу спать. Попил кипяточку вкусного и сейчас буду спать. Вот у меня глазик болит. Не знаю почему. Ну, наверное, потому что всю ночь не спал. Но я жду, когда мужчина проснется и возьму у него таблетку. Вот. Потому что уже невозможно больно. Мне кажется, у меня там синяк. Но это я, наверное, потому что просто не спал. На поезде Санкт-Петербург-Минск мы добрались до Минска, где нас ждал прекрасный водитель Дмитрий. Дима, если ты это смотришь, тебе большой привет. Мы добрались, спасибо тебе большое. Дима нас довез из Минска до Риги за 7 часов. Это были достаточно тяжелые 7 часов, но... Тяжелые даже не в плане переезда, а в плане нервов и
просто даже пересечение границы. Несмотря на то, что мы пересекали уже не российские границы, но все равно это волнение присутствовало, потому что нас также могли развернуть и отправить назад, потому что, потому что. Но в итоге все обошлось, все хорошо. Мы достаточно быстро пересекли латвийскую границу, благополучно прибыли в Ригу, остановились в отеле, который находился буквально в 100 метрах от аэропорта. Ну, мы в Минске, все нормально. Очень странно, что не было никакого вообще досмотра абсолютно. Ой, думал, что я его проспал. Тем, что ты вообще не спал. Я в 2 часа просто открываю глаза, в час 59, и понимаю, что в час 20 у нас должен был какая-нибудь там таможня там или всякая Границу, да, даже ничего не было. Удивительно. Ну, в общем, мы сейчас пойдем поесть и будем искать человека, который нас повезет дальше. И ехать еще часов 7, наверное. Проход до поездов. Пиздол полный. Мы пообедали, точнее позавтракали. Вот. Минут через 15 за нами приезжает машина, мы едем дальше. Как долго, что-то давно так мы завтрак не ели. Оказывается, вкусно. Поэтому доброе утро. Что ты скажешь про нашего водителя? Такой он громкий, ужас, но интересно. Все рассказал про Беларусь нам. Очень интересно. Тут такие поля. Все засеяно. Но в основном, конечно, больше негативного. Ну, как бы он любит ее очень сильно, свою страну. Но то, что с ней сделали, он не любит. Ну, он недоволен, да, конечно, всем этим. Вот. Но благо на нас это никак не сказывается. Абсолютно. Мы вообще как испанцы. Вот, мы скоро будем на границе, это один из самых важных моментов. Думаю, часа полтора еще ехать, полтора мы где-то проехали. В нашем путешествии я надеюсь, что оно пройдет замечательно, быстро и легко. Потому что у меня такие синяки, короче, под глазами, кошмар. Ну, он, я думаю, нам же даст какую-то инструкцию. Все-таки скажет, как и чего. Ладно, пойдем водички купим. Аккумулаторы. Система авладу. Авлабари. Система сангумури. Система авлабари. Аккумуляторы. Очень много энергии у тебя. Я, знаешь, я очень хочу уже слипать. Чуть осталось. Мне просто неудобно. Я понял, что мне только надо спать в своей кровати. У тебя ее уже нет. Да. Но точнее с закрытыми шторками. Вот, в таком плане, понимаешь? Больше ничего интересного. Диагностика. Вот все предельно по-русски. Почему не всегда так не писать по-русски английскими буквами? Электросистему. Папилдус. Папилдус. Ты папилдус. Ты попилдос. Ой, вот сидит, смотрите на него. Папилдус. Очень комфортно. Папилдус. Тепленько так, солнце греет. Знаешь, мне уже жарко. Все. Выключаюсь. Мы живы! Помашите ручкой. Помашите ручкой. Да. Мы не едем. Так. Вот так и вот так. Блин, как у Морозовых прям. Пятый. Дай-ка я. Что же не работает? На.
Поехали. Поехали. Как долго вас Ну ничего, мы сейчас наберемся сил. Сейчас будет обзор рум-тура. Турм. Так, о, смотри, тут вот тебе место будет. Вот, смотри, место тебе. Смотрим вью. О, какой вью. Ну, хорошо, да? Пизда. Какой телевизор большой. Какой загрузный. Какова красота! Что вы заказали себе? Что вы хотите ей поесть? Я еще, как обычно, не заказал ничего. Потому что Я хочу макароны из майонеза. там есть макароны, но не с сыром и с томатами. Ты такое не ешь. Я могу попросить без томатов. Но если томаты черики будут, то я их Ну там черри, по-моему, написано. Я сейчас девушки спрошу. Вот это детское меню, да? Ну да. Ну, для тебя как раз. Я иду сейчас Ты столько подушек. Потому что ты забрал меня, я буду Я вот с одной, да. Тут очень красиво, кстати. Очень-очень красиво. Потому что Новый отель. мы VIP. Вот, никого абсолютно нету. Но отель новый, да. Сейчас покажем, что нам принесут поесть. Это, наверное, вкусно. Да, это овощной крем-суп, виноградный сок, майонез будет и паста. Детская. Нет. Да. А майонез тут? Майонез? есть? Я думаю, нет. Самая элегантность. Да, только почему-то итальянский. Но это на будущее. Горация. Смотри, чемодан будет. Все, до свидания. До свидания. Увидимся в Испании. В общем, на досмотре была полная жесть, потому что нас заставили повыкидывать кучу жидкостей. Ну, не кучу, но нас заставили все чемоданы раскрыть, которые идут на борт. Ничего, мы в итоге выкинули только ля Рош. Ну вот это в Испании нужная вещь. Но не суть. У нас разные места, потому что онлайн-регистрация проходила автоматически. Нас рассадили в разные концы самолета, но в итоге поменялись. Так и мало того, у нас супер места с повышенным расстоянием, повышенной комфортностью, расстоянием для ног. Jackets are stowed in a pocket beneath the seat. Мы находимся в Испании, это город Малага, город на побережье. На побережье Испании, все правильно. В следующих влогах мы постараемся обязательно показать Малагу своими глазами, то, как мы ее видим.
Пусть это будет нулевой влог, пилотная серия поехавших или уехавших. Поехавших. Как бы это банально ни звучало, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро снова увидимся. Пишите свои вопросы в комментарии, будем рады ответить. Ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, увидимся.